Кампания 1914 года на Восточном фронте началась с двух крупных операций. В ходе Восточно-Прусской операции германские войска разгромили наступающие русские армии, а в ходе Галицейской битвы русские войска разгромили австро-венгров. Обе стороны планировали продолжить свои наступательные операции осенью того же года. Германское командование опередило русское в развертывании сил, и немцы начали наступление на центральном участке фронта. Свежая 9-я германская армия и 1-я австрийская наступали по направлению к Варшаве и Ивангороду с целью захвата столицы царства польского. Господа, наша Родина переживает непростые времена. Мы ведем войну с Германской империей, и я горд, что Его Величество Государь-Император направил меня на этот участок фронта. Я горжусь, имея под своим началом таких солдат, как вы. Вспомните славную историю русского оружия. Будьте же достойны возложенной на нас миссии. Помните, где мы, там и граница Отечества. Итак, господа, к делу. Нам поручена оборона крепости и предполья. Германские войска могут появиться в любой момент. Так что действуйте без промедления. Распределите стрелков по траншеям, артиллеристов по пушкам и пулеметам. Используя инженеров, прикройте проволочными заграждениями левый фланг первой линии обороны. На позициях также развернуты полевые склады с боеприпасами. Там можно пополнить недостающий боекомплект. За работу, господа! Занимать орудия и пулеметы могут только артиллеристы, инженеры, офицеры и унтер-офицеры. Остальные бойцы такими навыками не обладают. Удержание опорных пунктов первой линии обороны, оборудованных в фольварке, очень важно в плане устойчивости обороны в целом. Имейте в виду, при потере опорного пункта его надо вернуть любой ценой и тем самым восстановить положение. Выполняю, господин унтер-офицер. Точно, ваше благородие. Выполняю, Слушаюсь, ваше... Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаю. Приказы не обсуждаю. Да, господин унтер-офицер. Так точно, ваше благородие. Выполняю, господин... Слушаюсь, ваше благородие. Приказы не обсуждаю. Так точно, ваше благородие. Да, господин. Выполняю, господин. Слушаюсь, ваше благородие.
Приказы не обсуждаются. Слушаюсь, ваше благородие! Да, господин унтер-офицер. Выполняю, господин... Так точно, ваш... Да, господин... Выполняю, господин унтер-офицер! Прик... Так точно, ваше благородие! Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Слушай... Унтер-офицер, выполняй! Слушаюсь, ваше да, благородие! господин унтер-офицер. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Так точно, ваше благородие. Слушаюсь, ваше благородие. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Так точно, ваше благородие. Слушаю. Так. Выполняю, господин унтер-офицер. Ваше благородие. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Так точно, ваше благородие. Да, господин. Слушаюсь, ваше благородие. Слушаюсь, приказы не обсуждаются. Так точно, ваше благородие.
Господин офицер! Немцы атакуют на правом фланге! Da sind sie! Vorwärts! Uhrmann! Ich zeige euch, wo die eisernen Kreuze wachsen.
Ваше благородие! Немцы атакуют на левом фланге! Приказы не обсуждаются. Хорошие новости, ваше благородие. К нам на помощь прибыло подкрепление. Отряд матросов и несколько легких орудий. Они уже на станции и готовы к бою. Также в качестве подкрепления нам выделена батарея легких орудий. Чтоб ты издох! В ваше распоряжение предоставлен аэростат воздушного наблюдения на автомобильной тяге. С его помощью вы сможете вызывать и корректировать огонь своей артиллерией. Да, господин. Для достижения наибольшей точности стрельбы необходимо размещать аэростат таким образом, чтобы корректировщик видел врага. Если наблюдатель не видит врага, либо убит, точность артиллерийского огня резко снижается. Помните, в роли корректировщика может выступать только артиллерист, либо пехотный унтер-офицер. Другие бойцы не обладают такими навыками. Приказы не обсуждаются. Да чтоб ты подавился! Слушаюсь, ваше благородие. Да точно, ваше благородие. Да, господин Унтер. Шо, съел? Да чтоб ты подавился! Похоже, штурм выдыхается! Добейте противника и восстановите положение на всех участках обороны! Выполняю, господин унтер-офицер.
Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Слушаюсь, ваше благородие. Так точно, ваше благородие. Так точно, ваше благородие. Выполняю, господин унтер-офицер. Слушаюсь, ваше... Отлично! Штурм отбит! Будьте готовы к дальнейшим указаниям! Да, господин. Так точно, ваше благородие. Приказы не обсуждаются. Прошло несколько дней. Немцы временно прекратили штурм крепости и начали окапываться. Для снятия осады Ивангорода выдвинули корпус генерала Ирмана, находящийся в дне перехода от крепости. А после войны что будем делать? Вот ты, Серко, что будешь? Я хату поставлю. Отдельную. Жить буду своим двором. В Сибирь ехать хочу. Сказывают верные люди, хорошо там, вольготно. Землицы до первого разбору. От горизонту и до океана. Ага, только тогда рука твоя тверда должна быть. Штыком кали, прикладом бей. Целься в пузо, попадай в глаз. И тогда война кончится. Немчинов-то не столько, сколько нас, чай. Видал я на карте ту Германию. Это ж сгулькин нос, а наша держава — сила. Тихо ты, кажись, кто-то в леске есть. Стой, кто идет? Scheiße! Sie seien uns! Weiter! Angriff! Über das Reich! Ваше превосходительство! Их превосходительство генерал Ирман у телефона. Извольте подойти. Ах вы шаромышники! У аппарата Шварц. Что случилось? Алексей Владимирович, случилось невероятное. Противником предпринята чрезвычайно успешная атака на позиции 83-го полка. Отступаем, обороняемся. Но немцы прут как прорвало. Прошу вашей помощи. Атака из крепости будет угрожать их флангу. Совершите демонстрацию. Владимир Александрович, безусловно. Сейчас приглашу Александра Платоновича. Дадите нам на подготовку полчаса. Продержитесь? Конечно. Зная вас, уверен, вытянуть не будете. Видал я тебя в гробу и белый шкаф. Так, православные. Обстановка такая. Генерал дело задумал. Нам приказано его реализовать. В штабных премудростях я не силен. Но нам надо сделать следующее. Проникнуть к фрицам на передок и взорвать к чертовой бабушке их пушки. Больно они нашему брату досаждают. После уничтожения орудий начинается атака по фронту. С целью потрепать немцев и не дать им перебрасывать резервы на соседний участок. Тяжко соседям нынче. Насел на них германец нешуточно. Итак, патрули лучше не трогать, пока дело не сделаем. А то германцев набежит раньше времени, устанем отмахиваться. Покурили? Но, двинули!
С Богом! Выполняю, господин унтер-офицер. Не обсуждай. Выполняю, господин унтер-офицер. Вон оно как! В раз! Слушаюсь, ваше благородие! Приказы не обсуждаются! Да, господин унтер-офицер. Точно, ваше благородие. Да, господин. Господин унтер-офицер. Приказ. Выполняю, господин унтер-офицер. Да, господин унтер-офицер. Слушаюсь, точно, ваше благородие. Да, господин. Выполняю, господин унтер-офицер. Точно, ваше благородие. Приказы не обсуждаются. Да, господин унтер-офицер. Слушаю. Точно, ваше благородие. Выполняю, господин унтер-офицер. За мной, православные! Да, господин унтер-офицер. Русские! Русские в расположении! Все сюда! Was ist das? Was ist diese Explosion? Leutnant, zur Überprüfung, was dort passiert ist! Зашевелились, сволочи! Приказы не обсуждаются. Немецкий пулемет бьет по флангу! Немцы установили пулемет на железнодорожной насыпи! Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Отлично! Орудием конец! Ну теперь начнется! Немец на нас крепко обидевшись! Держим плацдарм! Солдаты! Противник выбит с позиций! Вперед! Надо выбить их полностью с их передовой линии, пока они не очухались! Приказы не обсуждаются. Да, господин.
точно, ваше благородие! Эй, православные! Мы подмога ваша! Глядите, не перестреляйте! С нами 2 пулеметных расчета! Где им разместиться-то? Так, братья славяне, у нас мало времени, потому закрепляемся на совесть. Те немчики, что тут ошиваются, были не единственными. Сейчас резервы подойдут. Их наверняка уже подняли по тревоге. Так что держимся. Без приказа не отступать. Ликвидируйте пулеметы в первую очередь! Они представляют наибольшую опасность для нашей пехоты! За государя-императора! Вперед! Ура! Выполняю, господин унтер-офицер. Точно, ваше благородие! Братцы! Надо побыстрее выбить Германа с левого фланга-то! Не ровен час резервы их не нагрянут! Худо нам будет обороняться, ежели фланг открытый будет! Нуждаются. Выполняю, господин унтер... Слушаюсь, ваше благородие! Я заберу вас с собой. Выполняю, господин унтер... Выполняю, господин унтер-офицер. Вон он. Слушаюсь, ваше благородие. Так. Да, господин. Выполняю, господин унтер-офицер. Приказы не обсуждаются. Слушаюсь, ваше благородие. Так точно. Да, господин. Так точно, ваше благородие. Ах вы, шаромышли! Убивай!
все! Легкое! Ja, es ist der Krieg, mein Freund. Es ist der Krieg. Сволочи! Вали по ним, брат! Стреляй меньше! Умри, мерзавец! Умри! Получи! Все, братцы, сделано дело! Занимаем траншеи и готовимся к обороне! Заглянул я тут в землянку. Много немец добра всякого припас. Надобно бы полазить здесь, да полезными вещами поживиться. Верно мыслите, солдат. Не секрет, что мы испытываем нехватку во многом. Поэтому надо использовать возможность пополнить наши припасы. Надо найти лошадей и повозку, загрузить ее необходимым и отправить в тыл. Здесь стояли артиллеристы, поэтому можно найти битюгов и передок орудия в качестве телеги и использовать их для транспортировки трофеев. За дело, солдаты! Так точно, ваше благородие! Так точно, ваше благородие! Выполняю, господин унтер-офицер! Слушаюсь, ваше благородие! Перевязочный материал. Нашему лагерю подспорье будет. Чё это тут, а? Не как водка, братцы. Так, волокем бутылки к телеге. Сгодится. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Точно, ваше благородие. Выполняю, господин унтер-офицер. Господин. Ах вы шаромышники! Слушаюсь, ваше благородие. Слушаюсь, ваше благородие. Приказы не обсуждаются. Точно, ваше благородие. Тут консервы какие-то. Что-то написали басурмане. Не разобрать. Ага, тушенка. Сгодится. Тащим, живо, живо. Так, хватит, ребятки. Места больше нет. Издавай. Гони, что есть мочи в тыл. Выполняю, господин. Приказы не обсуждаются. Вон оно как. Приказы не обсуждаются. Да? Слушаюсь, ваше благородие. Да, Культурно живут басурмане. Какой порядок в точно, землянке-то. ваше благородие. О, а это чего из-за чуда такая стоит? Посмотри-ка. Сам ты чудо. Дремучий ты, как я погляжу. Телефон это. Я такой видал Приказы не дома, обсуж- когда в управу к старости за документами ходил. Вон, там ручка есть. Вертишь ее и говорить можно. Ша послушаем, чего там Герман балакает. Отдайте солдату приказ включить телефонный аппарат, Выполняю, щелкнув по господин нему левой кнопкой мыши. Слушаюсь, ваше благородие. Слушаюсь, ваше благородие. Командование благодарит за захваченные припасы. Высылаем вам на подмогу взвод пехоты. Да, господин унтер-офицер. Так точно, ваше благородие. Приказы
Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Выполняю, господин унтер-офицер. Слушаюсь, ваше благородие! Слушаюсь, ваше благородие! Выполняю, господин унтер-офицер! Да, господин... Точно, ваше благородие! Приказы не обсуждаются! Приказы не обсуждаются! Да, господин унтер-офицер. Во вражеской пехоте! Залп!
господин... Они поднимаются в атаку! Видал я тебя в гробу, у белых баб. Они понят золото и издавай какой! У меня для тебя сюрприз. Слушаюсь, ваше благородие! Они опять атакуют! Внимание! Все на отражение атаки! Notstand unterhalten. Враг подтянул тяжелую артиллерию! Теперь нам не сдобровать! Держимся, солдаты! Без приказа не отходим! Я заберу вас с собой. Приказы не обсуждают. Где что в касках? Где не... Точно, ваше благородие!
Братцы, их слишком много! Нам их не удержать! Отходим назад! На исходные позиции! Оборона Ивангорода, возглавляемая генералом Шварцем, пример грамотного управления всеми наличными средствами и силами, умелого использования природных особенностей и способности наладить взаимодействие с соседями. Всего того, что так недоставало многим генералам российской армии в Великой войне.